Друзья мои, всем привет! С вами компания PandaWay. В последнее время китайский рынок радует нас выходом среднеразмерных SUV-ов. Вышел Zeekr 7X электромобиль, вышел Lysian L6, последовательный гибрид, и вот Avatar 07. В отличие от перечисленных мной брендов, здесь есть и электромобиль, и последовательный гибрид на выбор. Кроме всего прочего, Avatar радует нас тем, что есть заднеприводные и полноприводные комплектации. Вообще, список комплектаций очень большой, как для электромобиля, так и для гибрида. Премьера Avatar 07 была в конце августа, но мы выждали тот момент, когда доступна полноприводная комплектация Ultra для тест-драйва. И сегодня мы проехали как на базовой комплектации, так и на максимальной. И сделали сравнение. Напомню, Avatar — это совместный проект Chenan, Huawei и производителя аккумуляторов CATL. Кстати, в одном из наших прошлых роликов мы показывали вам завод Chenan с их огромным разнообразием моделей. Avatar 07 — это третья модель бренда. До этого мы уже рассказывали вам про Avatar 11 и 12. Но если 11 и 12 — это премиальный сегмент, то 07 — это уже бюджетный автомобиль, но с большим функционалом. Внешность выполнена в фирменном стиле Avatar. Габариты, как у старших братьев. Тоненькие усики, как спереди, так и сзади. Безрамочные двери с выдвижными ручками. Если Avatar 11 относился также к кроссоверу, а Avatar 12 уже к седану, здесь мы видим полноценный кроссовер с полноценной пятой дверью, которая поднимается вместе со стеклом. Напомню, в Avatar 11 багажник поднимался без стекла. За доплату предусмотрена цифровая панель, расположенная на капоте, точно такая же, как и у 11 и у 12 Аватара. На нее можно проецировать фразы, либо различные анимации. Стоит она 18 тысяч юаней. Длина автомобиля 4,83, ширина 1,98 м, высота 1,61 м. Колесная база 2,94. Как я уже сказал, у гибридов и у электромобиля есть как задний привод, так и полный привод. У гибрида в заднеприводной модели стоит электромотор мощностью 231 киловатт. У полноприводной модели добавляется еще один электромотор спереди на 131 киловатт. У электромобиля сзади установлен движок на 252 киловатта. Если мы берем полноприводную версию, то добавляется спереди движок на 188 киловатт. До сотни электромобиль разгоняется быстрее, за 3,9 секунды, тогда как полноприводный гибрид разгоняется за 4,9 секунды. Во всех комплектациях, как у электромобиля, так и у гибрида, установлена литий-железофосфатная батарейка. У гибрида емкость 39 киловатт-часов. Запаса хода хватает на 230 километров по циклу CLTC. А вот у электромобиля батарейка стоит 82 киловатт-часа. И запас хода 650 километров у заднеприводной версии и 610 километров у полного привода. Также по циклу CLTC. Сразу давайте озвучим цену. Начинается цена от 220 тысяч юаней в Китае. Максималка в гибридной комплектации стоит 280 тысяч юаней, в электроварианте 290 тысяч юаней. И вот здесь хочется подметить, что даже в базовой комплектации подвеска уже премиальная стоит. Спереди двойные поперечные рычаги, многорычажка сзади. Диски тормозные, вентилируемые спереди, сзади невентилируемые. Пневмоподвеска способна регулировать высоту на 13 сантиметров. Здесь сразу хочется подметить один нюанс. Если вам нужен будет полный привод, а судя по статистике, на российский рынок берут только полноприводные комплектации, то вам обязательно придется брать модель с пневмой. Полноприводных моделей без пневмы нету. У гибрида платформа на 400 вольт во всех комплектациях, а у электромобиля на 800 вольт. Платформа на 800 вольт позволяет электромобилю заряжаться с мощностью 420 киловатт. Вы представляете? Это 1 километр за 1 секунду. Сейчас у нас последовательный гибрид. Да. И как открыть капот? Я думал, тут рычажок. Ага. Он есть, только немножечко в другом месте. Рычажок находится на том же самом месте, только чуть-чуть правее. И все, и мы здесь ничего не видим, потому что все закрыто. Мотор там 1,5 литра, турбо, 156 лошадиных сил. Теплошумоизоляция, газовые упоры. В общем, как во всех нормальных автомобилях. Если вдруг вам посчастливилось стать обладателем Avatar 07, знайте, что лючок зарядки открывается вот здесь. Нажимать нужно в нижний левый угол.
никак иначе. По-другому не откроется. Здесь же у нас есть и медленная, и быстрая зарядка. А вот лючок бензобака просто так не откроете, только изнутри салона. 92 бензин на 45 литров бензобак. Зеркала бывают как обычные стандартные, так и электронные, вот такого типа. Но за электронные нужно будет доплатить 12 тысяч юаней. Нужны ли они вам или нет, я не знаю, может быть кому-то нужно будет, но, честно говоря, нам на тест-драйве они не понравились вообще. Что касается умных технологий, то здесь автомобиль напичкан по последнему слову техники. 1 лидар, 3 миллиметровых радара, 12 парктроников, 11 камер высокого разрешения. И вы знаете, мне очень понравился автопилот. Функция, вернее, удержания в полосе, которая работает везде, хоть в Китае, хоть в России. Держит полосу стабильно, четко, перестраивается автоматически при включении поворотника. В общем, все хорошо. И даже выключает сам поворотник. Приятная функция. Даже в базовой комплектации, между прочим. Всего есть 5 цветов кузова. Вот такой вот фиолетовый, зеленый, черный, белый и серый. Салон в двух вариациях. Это вот такой бело-коричневый, как у нас сейчас представлен. И также есть черно-фиолетовый. И вот здесь хотелось бы сразу сделать пометочку. Вот такой бело-коричневый салон, он бликует. Коричневый цвет спереди, он отражается очень сильно в лобовом стекле. Поэтому я бы, наверное, рекомендовал брать черно-фиолетовый. Сейчас прокатимся на Аватар 07. Первым делом, что хочу сделать, это сбросить расход. Сбрасываем мы это все дело. И давайте тогда уже переключим мы здесь режим на умный гибридный режим. Сейчас у нас 56 километров запаса хода на батарейке и 335 километров на бензине. Посмотрим расход и на бензине, и на топливе. Первым делом, конечно, нужно будет настроить вам зеркала и руль. Сейчас у нас комплектация максимальная. Здесь доп. Опция уже электронные зеркала. Поначалу будет для кого-то непонятным, как настроить это все дело. То есть настройки находятся вот здесь в меню, на китайском языке нужно будет найти, вот так вот полазить, и вот здесь, вот оно получается, есть настройки зеркал, настройки руля. Нажимаете, настраиваете зеркала колесиками, вот этими вот, да, джойстиками, и, соответственно, точно так же с рулем. Вот у нас левым колесом по вылету и по высоте. Что мне понравилось, так это то, что во всех комплектациях, даже в самой минимальной, у вас электронный руль. Чем хорошо? Тем, что для разных пассажиров можно будет сделать регулировки, запоминания, память руля. Но такой вариант настроек, конечно же, неудобен. Поэтому мы делаем так. Опускаем шторку. Здесь у нас нет ни руля, ни зеркал. Нажимаем вот сюда кнопочку и добавляем руль и зеркало. Вот сюда и сохраняем. Все. Теперь у нас здесь есть горячие клавиши настройки. Сразу хочу сказать вам, что зеркала эти бликуют очень сильно. Обратите внимание. Я думаю, на камере сейчас будет хорошо видно. Блик очень сильный. Поэтому электронные зеркала я бы ни в коем случае не рекомендовал. Плюс блик идет от покрытия вот этого коричневого покрытия, да, поэтому я бы рекомендовал, конечно, черный салон. Проекционного дисплея здесь нету. Центральный дисплей 2К, яркий, сочный, приятный. Здесь вот сюда тоже блики не попадают вообще. Руль вот такой маленький, компактный, интересной формы. И вы знаете, мы вот сейчас уже 2 часа мы катались на версии самой низкой комплектации. И сейчас мы пересели в ультра, в максимальную комплектацию. Здесь полный привод, пневмоподвеска. Руль в базе мне показался жестче, чем здесь. Здесь он мягкий, приятный. Но мне не нравится вот этот форм-фактор. Следующее. Вот мое любимое положение, как вы знаете. Ехать так тоже некомфортно, потому что острая часть, вот она немножечко впивается вам в локоть. По педалям все приятно. Газ, тормоз, все хорошо отрабатывает. Но есть одно замечание, которое было в базовой комплектации. Сейчас мы проверим на светофоре. В ультра. У базовой версии заднеприводной есть жесткий затуп при старте движения. Кстати, здесь он тоже есть. Слушай-ка, ну-ка. Мы сейчас находимся в стандартном режиме. Давай-ка эко-режим переключим. Смотрите. Раз, два, старт. Есть секундный затуп. Эко-режим у нас сейчас. Стандартный режим поставим.
Смотрите. Раз, два. Есть полсекундный затуп. Так, и теперь спорт режим. Раз, два. Здесь на 0,3 секунды затуп. В общем, мы сейчас ехали на G6 специально для того, чтобы прочувствовать ее, чтобы можно было сравнить с этим автомобилем. Почему? Потому что машины эти в одной ценовой категории находятся. Так вот, там нету таких затупов. Там руль более информативный, газ более информативный и расход более экономичный. Знаешь, мне кажется, что электричка должна все-таки быстрее ехать, чем последовательный гибрид. И отклик там должен быть выше и лучше. Ну подожди, мы говорим про последовательный гибрид, не про плагин гибрид. То есть, по идее, это тот же самый электромобиль. Он даже называется Electric Extended Range Electric Vehicle. Как тебе на заднем ряду? Так, смотри, ну вот в базовой комплектации мне здесь максимально не хватило обдува. Было очень жарко. Здесь обдув есть уже, массаж есть, регулировка по наклону тоже есть. Сидится максимально хорошо, что в базе, что в ультра. Мне нравятся эти ковшеобразные сидушки, но это по факту четырехместный автомобиль получается. Из минусов хочу отметить то, что мне некуда положить телефон по факту. Ну вот, туда не влезет, вот сюда в кармашек бросить не очень. Здесь, ну, да я его не увижу тогда. И место мне за тобой, ну смотри, вот у меня вот кулак. Я сижу под наклоном, очень комфортно. Очень здорово. Посадка здесь классная. Но шумоизоляция, я бы, наверное, сказал бы, что вот здесь, в моем пространстве, точно такая же, как у Зикра. Не лучше, не хуже. У Лисяна будет получше. Ну, я бы хотел про шумоизоляцию добавить. Мне здесь шумоизоляция нравится больше, чем у Зикра. Обратите внимание. И тишина. Почему? Потому что здесь у нас двойное стекло, а в Зикр одинарное. Поэтому с шумоизоляцией спереди все очень хорошо. Нету шума ни от арок, ни от стекол. Вообще классно. Автопилот здесь есть. Даже в базе комплектации удержание в полосе есть. И мы сейчас протестировали, работает на великолепно. Едет, полосу держит четко. Вот сейчас даже мы видим, да. А в ультре у нас уже вот есть система автопилот продвинутого типа, то есть которая сама перестраивается, сейчас мы сами перестроились, едет, обгоняет. В общем, ну, здесь уже более расширенная версия, но, как я сказал, даже в базе есть удержание в полосе. И работает она очень хорошо. Включили поворотник, машина перестроилась, и что самое приятное, поворотник выключился автоматически. Даже в базовой комплектации. Обзорность хорошая, стойки здесь не мешают ничему. Но не такая хорошая, как у Lynk & Co Z10, на которой мы снимали уже обзор. Там мне прям понравилось вот это вот лобовое стекло ветровое. Вы знаете, все делают как будто в кинотеатре. Здесь немножечко, конечно, крыша на меня давит. Так, давайте посмотрим на крены в спорт-режиме. Крены есть. Крены есть, они заметные. О спорте мы ничего не говорим. Просто комфортный автомобиль. А вот по управляемости, ребят, мне здесь она не нравится. Информативность руля, конечно, здесь немножечко подхромает. Тестируем радиус разворота. Смотрим. Вот такой у нас большой пятачок. Поехали. Ну, слушайте, 2,5 полосы. Не критичный. Не критичный. Да. Нормальный радиус. Так, ребят, сейчас мы развернемся с помощью функции помощи при развороте. Мы сейчас находимся, правда, на асфальте. Эта функция больше предназначена для таких участков более сыпучих, скажем, да? Для земли и для песка. Поехали. В общем, ребят, эта функция Функция есть. на асфальте, она не работает. Да, она так это плохо дает тебе занести жопу. Протестируем автоматическую парковку. Значит, смотрите, отображает она сразу места парковочные. И что интересно, это первый автомобиль, в котором я вижу такую функцию. Здесь можно разворачивать автомобиль, то есть выбирать, каким ракурсом вам припарковаться.
Запарковались. Как видели, запарковались не в один этап, потому что носом все-таки сложнее всего парковаться. Я думаю, водители поймут меня, о чем я говорю. До этого на это же самое место мы парковались задним ходом. Он запарковался за один присест. Здесь же получилось несколько, нужно было движений сделать. Ну, в принципе, нормально, справился. Зайдем в салон. Дверь тяжелая, массивная, очень хорошая. Шумоизоляция мне очень сильно понравилась. Здесь двойное стекло установлено. Причем оно не просто, знаете, как бывают некоторые двойные стекла, ну такие типа двойные стекла. Здесь нормальное, полноценное толстое стекло. Арки точно так же прошумоизолированы очень хорошо. Здесь у нас не закрытые пороги. Есть наплыв, но он не критичный, скажем так. И система, аудиосистема Meridian. 27 динамиков. Очень хороший звук. Мы сейчас тестировали, сидели, разные басы там включали, и дребезжащий, не дребезжащий. В общем, слушайте, звук хороший. Не сказать, что он самый лучший, да, Антон? Наверное 5 с минусом поставим. У Ryzen R7 был получше, да? У Ryzen R7 и Denza для меня топ. Но, тем не менее, все-таки Meridian делает хорошую звуковую систему. Ну и дальше, ребят, кресло. Кресло, кстати, в базе и в топе оно отличается. Вот, допустим, если мы берем максимальную комплектацию, как у нас сейчас, то здесь кресло, оно как люлька. Смотрите, наклоняется, сразу вся система регулируется. И вот убирается у меня автоматически атаманка, и кресло вместе с сидушкой наклоняется то же самое. То есть вот такое, скажем так, гравити какое-то кресло получается у нас. Но мне не хватило здесь расстояния, длины. То есть я бы, допустим, больше предпочтения бы отдал креслу от Zikr CMX. Там мне оно больше понравилось. Тем не менее, посадка комфортная, удобная, ничего не жмет. В максимальной комплектации кожа напа. Салон выполнен в премиальном таком стиле. Все мягкое, аккуратно. Даже в базовой комплектации верх из микрофибры. Очень приятно, ребят. Единственное, вот руль. Руль, тут мы с Антоном не сошлись. Антон вроде как он зашел, мне он не зашел вообще. Маленький, такой, знаете, как какой-то, как будто игровой джойстик. Ну, кому-то зайдет точно. Опять же, здесь на руле нету физических кнопок. Вот такие два джойстика и все. Без обозначений, без ничего. Что касается эргономики, то здесь тоже я бы, наверное, поставил низкую оценку, потому что полностью интерфейс весь непонятный. Вы заходите и нужно очень долго что-то искать. Даже сам менеджер, когда попросил я его, покажи мне, где здесь настройка руля. Он долго очень лазил по меню, по китайскому меню, между прочим, английского языка здесь нету. Да, настроили мы руль, но прошло какое-то время. Поэтому в плане интуитивности здесь оценка низкая у него. Ну, то же самое касается вот этого руля. Есть у нас здесь система распознавания лиц, то есть можно настроить разных пользователей под себя. И плюсом является то, что у вас руль электрический как в базе, так и в максималке. Соответственно, всю систему можно настроить под разного пользователя. Спереди у нас приборный дисплей, вот такой огромный, вытянутый, 34 дюйма, 4К разрешение здесь. Очень много информации различной. Все, что хотите, можно сюда вывести. По краям расположены два дисплея электронных зеркал. Это если вы берете за доп. Плату электронные зеркала. Если нет, то просто будут обычные заглушки здесь стоять, обычная панель. Ну и по центру здесь 16-дюймовый у нас 2К дисплей уже идет, который не вращающийся, парящий дисплей такой. В таком положении он расположен. Здесь система Harmony OS, поэтому если у вас телефон Huawei, то можно его сконнектить и передавать всю информацию на этот дисплей. Тоже очень приятная особенность. Здесь сверху расположена камера. Камера салонная, которая не закрывается. Поэтому, если у вас есть паранойя в том плане, что за вами следит большой брат, то придется скотчем ее залеплять. Но эта камера, она имеет одну важную особенность. Есть функция здесь отдельная слежения за пассажирами сзади. То есть, если у вас ребенок в автокресле находится здесь, вы можете вывести отдельное окошечко, которое будет здесь у вас висеть, и вы можете, не поворачиваясь назад, следить за вашим ребенком. Зеркало большое, огромное, даже, знаете, даже оно чересчур большое. Здесь маленькая задняя амбразура, она просто вот здесь пол зеркала занимает. Ну и приятные вот такие вот козырьки с подсветочкой, естественно. Под дисплеем два дефлектора. Дефлекторы, кстати, здесь не физические, электронные. Далее у нас здесь wireless charge, быстрая беспроводная зарядка. Кстати, вот такой ключик
ребят, вот, одна кнопочка всего. Просто вот включение, выключение и все. Два подстаканника, можно их поднять, скрыть подстаканники. И здесь у нас подлокотник, полочка, да? Полочка глубокая, без холодильника так называемого. Место пассажира, друзья мои, оно поднимается по высоте, что редкость. Есть атаманка, кресло регулируется по наклону, вот оно. Настоящее гравити кресло. Подогрев, вентиляция, все здесь есть. А вот сзади подогрев есть во всех комплектациях, а вентиляция и массаж есть только в ультра комплектации. В базу, даже за доплату, вы не возьмете себе вентиляцию и массаж. Массаж, кстати, есть. Массаж довольно неплохой, 8-точечный. Бардачок есть. Бардачок большой, слушайте, глубокий, огромный бардачок. Я давно уже не видел больших бардачков, кстати. Ну и здесь у нас нижняя полочка. Есть USB разъем, есть Type-C разъем и слот для карты памяти microUSB. А вот в отличие от Леши, мне руль уже нравится. Я к нему привык достаточно быстро и прям как на картинге себя ощущаешь на этой машине. Но да, спортивности здесь не хватает. И вот усесться мне здесь, в принципе, по рулю руку положить комфортно. А вот когда я сел после Алексея на это сиденье, интересно, факт оказался, что Леша как сидел в люльке, откинутый назад. Абсолютно. Это такая непривычная для меня была посадка. То есть мне пришлось саму именно люльку вниз опустить, угол поменять. Стало все иначе. По зеркалам электронным с Лешей согласен. Они здесь находятся, ну, наверное, не в самом лучшем месте. И да, и вот сейчас выедем на солнце, сразу же блик. В туннеле было классно, в туннеле было здорово, все четко. На солнце мне не очень нравится. В Дензе мне нравилось больше. Хотя, опять же, в Дензе мы тогда ездили постоянно в дождь. И, возможно, что-нибудь поменялось, если был яркий свет. Так, сейчас разогнались до 145. Подскинули до 130. Едем в режиме 130. Наверное, уже километра 3. Поддержим, посмотрим, какой при этом будет потом расход. Так, закончили мы наш тест-драйв, проехали 16 километров на электричестве и 11 километров на бензине. Итого получился расход 18,9 киловатт-часов и 6,5 литра на сотню. Смешанный режим был, город, трасса, в общем, вот такой расход получился. По расходу я бы не сказал, что это слишком много для гибрида такого, то есть у нас был полный салон, поэтому 19 киловатт-часов в принципе приемлемо. 6,5 литров тоже неплохо. Задний ряд, друзья мои, сидушку сдвинул до максимума. Ух ты! Я сюда с трудом помещаюсь. Смотрите-ка. Ну прям я упираюсь, то есть сам за собой я не сяду. За Антоном сяду. И здесь можно сказать, что задний ряд он четырехместный. Что в базе, что в максималке. То есть третье место вот такое, оно приподнятое. Можно, конечно, посадить человека, но ему будет немножечко некомфортно. Почему? Потому что здесь у нас есть вот такой подлокотник. Большой, широкий, хороший, комфортный. Тут даже есть Type-C разъемчик вот здесь, сюда телефончик, сюда зарядочка. И тут два подстаканника для бутылочек с водичкой. И есть вот такая панелька управления, где мы можем включить массаж, вентиляцию, подогрев. Также можно управлять шторкой. Кстати, важная часть этого автомобиля — это шторка, потому что панорамная крыша здесь максимально не защищает вас от солнца. Тонировка здесь очень слабая, и мы сейчас передвигались на этом автомобиле. Я скажу так, что жарит сильно и свет пропускает максимально. Некомфортно ехать вообще, поэтому шторку можно вот так вот закрыть ее. Также здесь есть так называемая кнопка босса, то есть мы можем двигать правое переднее кресло. Есть здесь две кнопки наклона спинки. Это уже для меня и для, соответственно, пассажира справа от меня. Раздельные дефлекторы, механические уже здесь. И, соответственно, вот такая глубокая большая полочка. Еще по две бутылки. Нормально. Эта подушка мне не зашла вообще. Она находится вот здесь. Изофикс справа, изофикс слева. Освещение сенсорное. В передних спинках сверху и снизу два крепления под планшет.
удобно. Ну и теперь давайте проверим, из чего состоит Аватар 07. Капот. Оцинковка 132. Пороги оцинкованные 90. В общем, ребят, автомобиль полностью весь оцинкованный, а багажник пластиковый. Так, и давайте замерим ширину салона. По плечам 150 сантиметров спереди, сзади 1,45 м. Сейчас мы замерили клиренс в трех положениях. Минимальное, среднее и максимальное. В минимальном получается 17 сантиметров без людей. В среднем 18,7, в максимальном 21,5 сантиметров. Вот такой разброс по высоте. Но, как заявляет компания, когда вы едете и включаете умный режим, то клиренс способен меняться на плюс-минус 6 сантиметров по высоте. Багажник 500 литров заявленного объема, и если мы сложим задний ряд, то получится 1325 литров. А еще, ребят, вот здесь тоже у нас ничего нету. Или есть? Есть. Автомобиль вот этот 4,82, да, длина у него. G6 Xpeng 4,75. На 7 сантиметров он длиннее, чем G6. Но багажник заметно прям меньше. Да, и почему-то как будто бы, не знаю, как ты так сел сам за собой, что у тебя места не оказалось, что Вот. в G-шке у тебя места больше. Да, да. Ну, я так понимаю, что у G6 капот меньше, из-за того, что они не планировали туда разместить бензиновый мотор. Да. А здесь изначально была проектировка такая, поэтому у нас капот просто украл большое пространство. Если ты хочешь этот автомобиль, ты должен закрыть глаза на некоторые вещи. Ну да, согласен. Я соглашусь, что... Ты здесь получаешь дизайн стильный. Для кого-то красивый, кого-то некрасивый, но это стильный дизайн, как ни крути. Согласен. Плюс дизайн очень красивый. Интерьер. Ты когда садишься в машину, такой вау. Люкс такой. Люкс такой, да, что дорого-богато. То есть G6 ты сядешь такой, ну, окей. Как тебе машина вообще в целом? Слушай, в целом мне понравилось. Я маленько больше ожидал от комплектации ультра по скорости и по комфортности подвески. К сожалению, я не получил того, чего я ожидал. Но это уже мои проблемы от ожидания, да. Слушай, ну мне... Но в целом все комфортно, все классно. Мне подвеска понравилась. Мы, когда начали ехать, я говорю, о, хорошо. Вы такие, что-то как-то жестко. Я говорю, подождите, ребята, это машина уровня G6. Это как бы средний класс, это не премиум, не надо сравнивать с лисянами, да. То есть, в принципе, подвеска очень хорошая. И, вы знаете, даже я, честно говоря, не заметил разницы между подвеской с пневмой и без пневмы, что странно. Антон говорит, что сзади вроде как разница почувствовалась. Вот на плохой дороге сильно почувствовалась пневма, что она есть. Угу. Так, рекомендации есть к покупке? Рекомендация покупки? Да решайте сами. 7X, Ли 6, если выбирать, допустим, если вам нужна электричка, да, у вас тут две машины на выбор, либо Аватар, либо 7X. Если у вас последовательный гибрид, то либо L6, либо Аватар. Видите, как хитро Аватар залез. И туда, и сюда. И туда, и сюда, да. Вот, поэтому здесь решать вам, что приобретать. Мне автомобиль понравился. Машина неплохая, да, согласен. В большей степени, мне кажется, люди смотрят глазами. Глазами, если действительно дизайн зашел, вот этот вот такой, с тоненькими усиками. Но она в потоке очень красиво смотрится. Красиво, красиво. Автомобиль неплохой, честно говоря, поэтому решайте сами. Есть на выбор огромное количество у них конкурентов. Есть из чего выбирать, и большинство этих конкурентов представлены на нашем канале. Поэтому подписывайтесь на канал, конечно же. С вами была компания Pandaway из Китая. Будьте с нами, и у вас все будет хорошо. Леша, поворачивай здесь. А, я не могу уже отсюда. Да похер у тебя на грудь. Ну да. А Рома еще ставит еще это. Да, где-нибудь в конце.